Здорово, танкисты, здорово, бандиты. Сегодня у нас обзор очередной танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый прем-танчик 8 левела, француз AMX M449, который сейчас можно приобрести за боны и можно получить по реферальной программе. Вот, соответственно, давайте разбираться. У нас сегодня полноценный гайд-обзор по данной тачке. Обязательно будем катать бой, посмотрим, как она фармит, данная агрегатина. Вот, а чё? А чё, такой мощный, бронированный. Предлагаю начать обзор с брони. Погнали. Так. Вот collision модель нашего MX. Ну и давайте с НЛД. НЛД у нас 120 мм. И в приведенке мы имеем невероятные 245-239. А если еще трамбанем, то все 270. Крепко ли это НЛД? Невероятно крепкая. Очень много танков тяжелых на 9 даже. И даже есть на 10 уровне, у которых нет такой брони в НЛД. То есть... Одноклассники тяжелые танки на основных снарядах в большинстве случаев в НЛД вас пробивать даже-то и не будут. Потому что у них есть бронепробитие на основных снарядах и до 200, и там до 240. А у вас, извините, 240-233. Если вот правильно поставить, да, ну 230, там 240. Это очень круто. ВЛД. 190 мм, в приведенке 239-250. Аналогичная ситуация. Вот. Основным типа снарядом очень большое количество танков тяжелых у вас даже в ВЛД вот так пробивать не будут. А над гусеничной полки вообще там по 300. А если еще будете рымбовать, ну извините, 280. 247. Поэтому на этом танке можно, кстати, играть как от борта, так и от берега. Да? Ну, чем французы и многие славятся, там особенно десятка, да, млеха, попробуй пробей. Так что, как-то так. Теперь по поводу башни. Под башней у нас 250, что, в принципе, тоже неплохо. 274 к краям, здесь вообще там под 500. Здесь очень сложная маска орудия, много групп брони. Ну, давайте пытаться хотя бы как-то частями смотреть. Вокруг ствола у нас 250. Здесь справа и слева места есть 250, там 280 ближе к стволу. Ниже 300, еще ниже 300. 500, вот есть места небольшие, светились, полосочка прям там 200, да, так 400, 500, здесь 270, основная здесь 280, 280, 290, щеки у нас 460, планка наверху всего лишь 60 миллиметров, но она под хорошим рикошетным углом, 7 пишет рикошет, 231 в приведенке не пробить. Короче, в лоб у нас самые ослабленные зоны, это стрелять ему под башню, прям запоминайте, под башню. И в принципе-то и все, либо вот в края вот сюда 260, потому что везде больше только. Ну и понятно люк. Если он стоит и вы видите люк, не надо ничего выцеливать нигде, стреляйте в люк, там всего лишь 60. Это самая ослабленная зона на этом танке, и она пробивается даже не анти-СТ броня, тут ее просто нет. Теперь что у нас с бортом? 80 миллиметров, а вверху у нас за фальш бортом вообще странно. Так, 80. Подожди, 55, правильно, какие 80? 58 за фальш бортом, а то я думал французы, восьмерки, 55. Но даже 55 позволяет на самом деле танковать от борта, хотя на нем лучше танковать от передней части. Но, танковывает он от борта, в принципе, главное не перекручивать, чтобы вас не, да, в принципе, держит вообще. Щеку единственное вы подставляете над гусеничной полки, куда он начинает пробиваться. Вот так вот. Вот такая вот броня. С броней разобрались. В лоб невероятная броня, а только лючок у нас хромает 60 миллиметров. Давайте поглядим пушку данного монстра. У нас здесь 100 миллиметровка, 300 альфы, но поверьте мне, вы эту альфу никогда видеть не будете. Такое
ощущение, что танк как-то незаметно от всех занерфили. Альфа здесь в основном выскакивает 240, 250, 260. 300 я вижу не то что редко, а практически не вижу на этом танке. Вот, а бронепробитие у нас на основном снаряде 232, и это уже неплохо, поверьте мне, это реально неплохо на 8-м левеле. 263 на голде, заряжается пушка 10 секунд на стоке, средний урон ДПМ 1748, хорошая точность на этом орудии, это важно, 0.36, сводится 2,9 секунды. Вот точность, интересное сочетание тяжелого танка с альфой, пусть и 300, но хорошая точность. По полевой модернизации качаем облегченную ходовую, притирку шестерни наведения и звукоизоляцию. Ничего другого не надо качать. А второй слот прокачиваем на подвижность, потому что танк медленный. Относительно оборудования. У нас достаточно неплохая стабилизация на пушке, как это ни странно, да, поэтому многие, я знаю, на нем катают со стабом, но я вот катаю на турбине, потому что он, правда, медленный, а хочется подвижности. Поставил закалку, тяжелый танк, извините, без закалки, и досал. Вот. В исключительных случаях можете вместо турбины поставить стаб, чтобы пушка была вообще невероятно классная. Но можно и без него, на мой взгляд. Снаряды у нас основной бронебойный, летит 1000 метров в секунду, просто супер. Голда у нас подкол, летит 1250, невероятно классная скорость полета снаряда. Ставите ремку, снаряжение, ремку, аптечку, огнетушителя, желательно автоматически, я себе позволил поставить допаёк. Вот, экипаж большой, 5 членов экипажа, перкови сейчас перед собой видите в табличке. По УВН у нас все отлично, у нас минус 10, а учитывая броню как бы в башне, если бы не лючок, вообще все замечательно было бы. По ХП у нас на закалке 1700, это гуд. По мобильности 45 с турбиной. Вперед 18 назад, почти 16 лошадей на тонну. То есть с турбины он реально начинает ехать. По обзору у нас 398 метров, такой чуть завышенный стандарт плюс, да, по обзору. Мы тяжелый танк, обзор это не наш. По плюсу минусу машины, размеры минус, он реально большой, танчик огромный. Это минус. По подвижности с турбиной плюс, без турбины минус. Это сразу все учтите. По бронированию все хорошо, но люк все равно достаточно большой, и там брони нет совсем, 60. Поэтому по броне, он и от борта может играть все равно на нем, и от корпуса, от передней части, и как бы УВН, и башни, люк. Больше плюс, нежели минус. Люки есть практически на всех танках. Вот, по подвижности сказал, да. По обзору, стандартный обзор. Ничего там сверхъестественного. Вот, наше преимущество — это броня, это точное орудие с маленькой, правда, альфой. Потому что 300 вы на этом танке не увидите никогда. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, посмотрим, а как он фармит вообще, и чё да как, короче. Все, погнали. Так, попали на Эль-Халуф, попали к десяткам. Бой какой серьезный. У нас обзор боя МХ М449. Прям танчик французский, 8-го левела, тяжелый. Можно забоны купить, можно получить по реферальной программе. Вот, сейчас мы его затестим. На основном типе снаряд, без голды, да. Как он выживает вот в таких тяжелых условиях против девяток и десяток. Сейчас мы все это выясним. Есть, кстати, арта, которая не даст по-человечески отыгрывать. Т-92 тем более. Да, какая неплохая подвижность у него. Не, вообще плохая, но мы на турбине, поэтому неплохая. Сейчас даже 50 ТП обгоним. Видали? Вот, девятку сейчас обгоним. 279 сейчас обгоним.
Нет, наверное, 279 не обгоним, а может и обгоним. Не знаю. Че, в борт поедем получать? О! У них там ТВПшник приехал. Вот. Мы его стукнули. Будем от борта с ним перестреливаться. Да. А то ишь приехал тут. Концепт у них, да. Ну, он активничать не даст выйти, пес на ТВП. Не, нам тут стоять нельзя. Поедем к ТВП. Ой, а куда это я так плохо стрельнул? Придется от защитника принимать. Нет, не придется. Он там заснул, что ли? Пока это он зарядится. А удар мы держим. Да, особо ничего не настреляли. Но сейчас как в раш пойдем. Сколько мы? 1200 наплюхали, да? Косарь натанковали. О, это мне. Арта, да. Там 279 впереди едет, а арта в меня стреляет. Круто. Я думаю, 279 тут всех перебил в этом бою. Это что это? Это как-то? Мы кунзы-панзеры не пробили. Это что это? Не, больше я чувствую 1400, все, в этом бою больше не дадим. Перебили тут врагов. Там проджет сейчас его сбреет.
все. Короче, 1400. Ну ладно, сейчас посмотрим, что мы тут. Кстати, вот, танковали, видели? Сейчас глянем, что нам начислит. Ну, что, у танчика есть УН, есть хорошая броня. Что сильно отличает его от всех других машин, это его подвижность достаточно медленная. Но на турбине он уже, кстати, сами видели, едет. И маленькая альфа. Да, неплохой КД, но альфа маленькая. И порой это неудобно на тяжелых танках. Так, а что у нас? Так, значит, начислено за бой 58, боевые выплаты и бонус 50. Все это не считаем, короче, 58. А расходов у нас 30, сколько? 38, 42. Итого мы получили бы, ну, за такой бой, без дополнительного буста там на серебро кланового, да, получили бы очень мало. Причем я голдой-то не стрелял ни разу, только ББшки. 38-42. Это получается 16 тысяч бы получили серебром. Но мы в этом бою на самом деле мало настреляли. Я думаю, надо поехать еще раз попробовать. Давайте еще катку скатаем. Что-то вообще прям нищие выплаты. Рыбацкая бухта. Вот. Здесь мы сможем сейчас и потанковать. Хорошая в этом смысле карта. А кто у них там? 263 у них. Крайне неудобная ПТ для нас. Да. А она наверняка в городе будет. Ну да ладно. Едем перестреливаться. Нам бы еще обязательно на тяжелых танках, желательно, конечно, еще и светить, как и на всех танках. Вот. А как светить на тяжелом танке? Ну, поближе к врагам подъехать. Поэтому сейчас надо выбирать позицию. В упор будем перестреливаться. Бизон тоже у нас гля прет как. Мы не отстаем от бизонов. Танканули два. И поджались поближе. О, еще и шотиков надавали. Нормально. 3 шота уже выписали. Добрый вечер. Перекручивал. Есть. Чеху тоже выписали. Давай, Чех. Че, будет стрелять? Нет, будет. Конечно, будет. Вот сейчас нам ломанул, да? А мы ему дали. Тоже отомстили, так сказать. Ну что это вы безобразничаете? Быка выбили нам. И сколько мы тебе вечность заряжаться будем? На тигре, а? Чудит. Ща починимся, мы вам отомстим. Пробитие. Давайте быка починим.
В жесткую перестрелку мы приехали. Заметьте, все сзади наши стоят, одни мы чудим. Приглашаю на выстрел. Так, один есть. Теперь право выстрела у нас первого, так что ждем. Здесь удобно, хорошо, и арты нету, как бы. И светим мы. Правда, светили мы не очень много. 367, но в любом случае. В упоре, да. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Все. Тигруля поиграл. 2К мы настреляли, да. Вот это хороший бой второй, да. Это уверенный. Так, а чех у нас отлетел же, да? Нет? Вот. 263 наказали за ее наглость. Уйдет, да? Уйдет. Можно разочек принять ради 263. А у нас квот. Это называется прожать фланг. Ух ты. 44 нас прям совсем шотными сделала. Страшно. Все, забрали. А чеха, там еще ренегат. Опа! А это откуда? Ладно, давайте досмотрим бой. Нормальный бой. 3К мы влили. Да. Я надеюсь, они выиграют наши-то, не? Мы и так ворвались, так сказать. Шкода, да. Ребят, еще не факт, что выиграем. Так все хорошо начиналось, и так все как-то плохо заканчивается. 44 наглая поджимается. Да, бизон весь поцарапанный. Поймали меня, все-таки убили. Ладно, что по танку можно, в принципе, сказать. Вот в городе себя AMX M449 неплохо чувствует. В городе. Единственное, конечно, удручает маленькая альфа. Но потанковать от борта на нем можно. На нем можно. Что, у нас только мы проиграем, кстати. Мы, на удивление, проиграем. 44 сейчас загрызет. И... О, нет. Нет. Ну, 705 наш как-то сдался прям. Блин, сейчас если бизон откиснет, а у него барабан, это будет плохо. Так-то такой танк в этом бою еще нужен. Сейчас посмотрим, пацаны, результаты боя, потому что в прошлом бою зафармить чистыми 12 тысяч, играя на full ББ, ну такая себе история. Может быть, я неправильно считал боевые выплаты, не знаю. Там что-то, кстати, много было начислено. Добирай его, добирай! Ну ё, что за выстрел-то? Инвалидский. Все, арта. Арта зарешала. А чё у нас... Так, стоп. ИС-3 шотный. Ему лучше засейвиться.
Там, правда, и ренегат тоже шотный. Но лучше принимать ренегада, а не упарываться в него. Ты куда поехал? Под Шкоду? Красавчик. Вот. Это Шкода была, кстати говоря. Да, дичь сотворил только что из третьей. Понимает, что на центре стоит Шкода Т-50, вышел под нее. Просто под нее отдал танк. Для чего? Я порой наших уважаемых танкистов просто не понимаю. Вот она. Хорошо, хоть Шкода отлетела. Уже неплохо. Что там наш итальянец со 122-м делает? Ага. Позиционочка, да, от башни. Так, а это кто тебя бьет? А тебя справа, да, сейчас убьют. Короче, Чарфутур его сейчас итальянца сбреет, если он дальше будет пытаться. Да не, арта заберет. Нет, не забрала. Если ты дальше... Ну все, вот. Да это слив сейчас будет. Потому что начали исполнять какую-то хрень. Один за одним. Вот он, следующий поехал. По полюшку. С песней «Айда по полюшку, по полюшку». Так, они решили ренегат слить, наверное. Это хорошо, еще елка у нас жива. Тут одна елка может грязи натворить. Главное, под ренегат сейчас к ссору не подставиться. Угу. Нашли. Все. Слили. Уже неплохо. Ну, 122 не такой страшный, а вот Чарфутур, да. Чарфутур, да. Так. Давай, Ксор. Есть. Есть. Так, последние два такие себе выстрелы были. Ух, арта засветилась. Что там наш автовод-то, как себя чувствует вообще? Чарфутура решил арту не дозабирать, да? Вот. Все, арта готова. Уже тоже неплохо. Но по ХП пока такое рядом примерно, но у нас чуть поменьше. Скорп у них фуловый, по-моему. Вон он. Елси его немножко поправила ему здоровье. А то, что у него чуть угол торчит с кустов, ничего. Ой, 122 здесь уже. Ну, это все.
О, подставился под Скорпа таки. Да, движок выбил, все. Ксор едет в ангар. Зачем он выставился, непонятно вообще. Вот для чего ты выставился? Две минуты до конца боя. У них Чар Футур, Скорб. ПХП мы проигрываем. Вся надежда сейчас на Барсика, то что он сольет Скорпа. Хотя по альфе может не получиться. Ксору надо чинить движок и тоже помогать. Надо втроем его убивать. И потом уже заниматься. Давай, давай, чини двигатель. Чудо. Перья. Сейчас Барсик у нас отлетит, я чувствую. Ой, промазал Скорб, красавчик. Все. ELC его сейчас должна забрать. Все, отлично. Ну ладно. Вчетвером против Чар Футура. Вопрос, где эта скотобаза. Какой интересный бой. Осталась минута. Этот бой закончится ничьей. А нам уже надо побыстрее. Ну что, сколько можно-то? Надо посчитать, о чем мы там нафармили. За 3К урона против девяток. Сейчас будем смотреть. Да не, он сейчас в самом углу где-нибудь засейвился. Будет на ничью сводить все. Пять, 4, 3, 2, 1. Все, спрятался Чар Футур. Ладно, давайте о наших плюшках, о нашем танке. Сейчас разбираемся, а нужен ли он в ангаре или не нужен. Да уж, простите меня, у меня на обзоре сзади супруга готовит кушать. Поэтому кастрюли, вода и прочее. Так точно. Все, 87 за ничью. Почему у меня столько тратится, я понять не могу. Ух, ё, ребята, прошу прощения. Я забыл убрать доп. Паёк. А это 20 тысяч. Соответственно, в прошлом бою было все аналогично. Я просто забыл убрать доп. Паёк. В прошлом бою мы нафармили не... Там получалось 8-8, 16 даже тысяч. Плюс 20, 36. А в этом бою мы чистыми бы нафармили. Боевых выплат у нас здесь нету. Вот. Мы бы нафармили плюс 20, 40, 62 тысячи серебра. За бой в ничью на 3К дамага. Ну, такой себе на самом деле результат. Блин, забыл убрать. Вот, ну даю. Ну да ладно. Вот, 62 тысячи за 3К дамага. Ну фиг его знает, хорошо ли это, плохо. Ребят, пишите свои комментарии, у кого есть эта тачка, да. Для тех пишите комментарии под видео, у кого их нет, чтобы они видели ваше мнение. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Мы этому танчику ставим 4 с небольшим минусов. Вот, по 5-бальной системе. Я вам говорю, до скорых встреч. Пока.